Здравствуйте, товарищи студенты! С вами Иван Потылицын. Сегодня при помощи внешнего АЦП и интерфейса SPI мы научимся, как из одного и того же аналогового сигнала получить не вот такие графики, а уже вот такие. Поехали! SPI – это последовательный периферийный интерфейс. Чаще всего его используют для связи микроконтроллеров с внешними устройствами, такими как ЦАП, АЦП, блоки памяти и многие-многие другие. У интерфейса SPI есть свои недостатки, но его простота и надежность делают его практически незаменимым. В наших лабораторных работах мы будем использовать АЦП от компании Microchip Technology MCP3201, который можно купить, например, на сайте ChipEdip. Откроем его документацию. Разрядность 12 бит и частота дискретизации 100 килосэмплов в секунду нас вполне устраивают. Давайте продумаем, как мы будем его подключать. На ножку Drain подадим 5 вольт. Ножку Source подключим к земле. Тактовый сигнал, Data Out и Negative Chip Select подключим к малинке. Зададим динамический диапазон от 0 до 5 вольт. Для этого на ножку опорного напряжения подадим 5 вольт, а отрицательный аналоговый вход тоже подключим к земле. На положительный аналоговый вход будем подавать то, ради чего мы все это затеяли – исследуемый сигнал. Давайте рассмотрим те же подключения на функциональной схеме. Используем 5 вольт, чтобы запитать всю микросхему и задать динамический диапазон ЦАП. В землю будет стекать ток, питающий микросхему, а потенциал Земли задаст минимум динамического диапазона АЦП. Управляющая логика будет тактироваться тактовым сигналом. Данные будут появляться из сдвигового регистра, а вся микросхема будет работать только когда ее выберут. Потенциал входного сигнала будет фиксироваться конденсатором и удерживаться на время оцифровки. Заметьте, что этот покупной АЦП состоит из ЦАП, компаратора и логики последовательных приближений. Точно так же, как ваши авторские АЦП на Python. Теперь давайте поподробнее рассмотрим интерфейс SPI. Во взаимодействии по SPI участвует одно ведущее и как минимум одно ведомое устройство. По проводу CLK ведущий передает тактовый сигнал и тактирует ведомую логику. По проводу Master Input Slave Output ведомое устройство передает данные. Тактирование и обмен данными происходит только когда мастер выдает на Slave Select логический 0. Провод Master Output Slave Input в нашем применении не используется, потому что MCP3201 – неуправляемый АЦП. В нашем применении ведущим устройством является малинка, а ведомым – АЦП. Синхронно с тактовым сигналом АЦП выдает, а малинка считывает с провода Master Input Slave Output логические ноли и единицы, соответствующие передаваемым данным. Именно таким образом результат оцифровки передается из памяти АЦП в память Raspberry Pi. У SPI есть 4 режима работы, которые задаются полярностью и фазой. Синхронизация при этом происходит как по восходящему, так и по нисходящему фронтам тактового сигнала. При полярности 0 первым появляется восходящий фронт, а при полярности 1 – нисходящий. Передачу данных от ведущего к ведомому мы сегодня не рассматриваем, но работает она точно так же. При полярности 0 данные на шине появляются с выбором микросхемы и защелкиваются в приемнике на восходящем фронте. При полярности 1 данные на шине появляются на нисходящем фронте, а защелкиваются в приемнике также на восходящем. Шина SPI хороша тем, что к одному ведущему устройству можно подключить сразу несколько ведомых. При этом тактовый сигнал и данные будут распространяться по одним и тем же проводам. А вот слейв-селекты должны быть разными проводами, чтобы в один момент с ведущим общалось только одно устройство, а остальные ему не мешали. Похоже, у нас есть все, чтобы соединить малинку и АЦП интерфейсом SPI. Подключим со стороны микросхемы провод земли, провод питания, провод тактового сигнала, провод данных и провод выбора микросхемы. Теперь подключим эти провода к соответствующим портам малинки. В качестве тестового сигнала возьмем то, зачем не нужно далеко ходить. Напряжение 3,3 вольта. Похоже, что задуманную схему мы собрали. Давайте ее запускать.
Очевидно, что провода в малинку мы подключили не просто так, а в GPIO 9, 10 и 11, на которые по умолчанию выведен интерфейс SPI. Убедиться в этом можно при помощи команды raspi GPIO get. Если 9, 10 и 11 GPIO используются как простые выходы, то стоит задать им альтернативную функцию 0 при помощи команды raspi GPIO set. А вот теперь, если SPI включен в настройках системы, все должно заработать. Запускаем простенький скрипт и во время его исполнения отключаем 3,3 вольта от положительного входа АЦП. Судя по измеренным значениям, мы засекли не что иное, как момент отключения напряжения. Давайте посмотрим, из чего состоит скрипт. Импортируем модуль SPI-Dev для работы с SPI и Matplotlib для отображения графика. Создаем объект SPI, открываем нулевое устройство SPI с нулевым чип-селектом и задаем частоту тактового сигнала. Для того, чтобы понять, как работает функция, возвращающая текущее значение АЦП, нам придется обратиться к документации. В ней описаны принципы взаимодействия с АЦП по последовательному интерфейсу и разобран пример для ведущих устройств, читающих по 1 байту. Таким устройствам рекомендуется читать 2 раза по 1 байту и производить с результатами чтения небольшие манипуляции. Для чтения по SPI используется функция xref2. Количество читаемых байт определяется длиной массива, который передается ей аргументом, а двойка в названии функции всего лишь совпадение. Разберемся с нулевым или старшим байтом, который мы получаем от АЦП. Если логически перемножить его с маской 1f, то самые старшие биты такого произведения станут нулями. Если этот результат сдвинуть влево на 8, то мы получим 5 старших бит результата оцифровки. Теперь поработаем с первым, младшим байтом. Его нужно логически прибавить к взятому по маске и сдвинутому влево на 8 старшему байту. Получившуюся сумму нужно сдвинуть вправо на 1, чтобы избавиться от самого младшего считанного байта. После всех этих хитрых операций функция getADC вернет нам 12-битное число, которое и будет являться результатом оцифровки. Хорошая новость в том, что функция getADC есть в стартовом наборе каждой лабораторки. В остальном скрипт не отличается от предыдущих. Создаем массив измерений, запускаем цикл на определенное количество раз. На каждом шаге цикла добавляем массив измерений, новый результат оцифровки напряжения. Отображаем графики и очищаем устройство. В этот раз не GPIO, а SPI. Выходит, что маленькая функция getADC делает довольно скромный скрипт, пригодным для вполне серьезных измерений. А для того, чтобы все это заработало, мы всего лишь почитали документацию. С таким внешним АЦП наши измерения при помощи компьютера станут совсем похожи на настоящие. Удачи на лабах!